Всех приветствую. И вот она, новая серия на забытой Богом вилле в Италии. Сегодня я работаю один. Кто смотрел предыдущие серии, я работал с Марьяном, но у него есть несколько дней в неделю своя работа. Чего-то он там развозит по магазинам. Для новых зрителей быстро напомню, что одна из моих подписчиц купила дом в Италии за 25 тысяч. Но я уже добавлял, что с документами вышло ей там намного дороже. Плюс жители, которые здесь были, перед уходом все к чертовой матери развалили, двери сняли, ворота украли. Ну, в общем-то, уже украли, потому что дом был продан 2 года назад. И когда она покупала это все, картинка была совсем другая. Теперь уже что ж делать, надо это все восстанавливать. Ну и хотелось бы мне очень навести порядок вокруг, потому что посмотрите предыдущие серии, кто не смотрел. Все завалено мусором, ну, полная разруха. Хочется, чтобы хоть какой-то вид был, ну даже для меня, мне хочется приходить сюда и работать в какой-то чистоте, ну хоть какой-то уют, потому что настроение сложно найти, когда ты находишься в куче такой мусора, какая здесь была. Опять же напоминаю, все в предыдущих сериях вы увидите. Ролики я свои снимаю где-то для развлечения, ну и хотелось бы кому-то, может быть, показать эту жизнь, как вот живет один из иммигрантов в Италии. Напомню, тоже я 20 лет здесь живу. Работ я сделал уже очень много, но всего лишь снимаю только год, и то полгода. Я вот как-то понял, что вам нравится именно сама работа, сам процесс. Так что давайте будем взаимны. Я для вас ролики, а вы всего лишь для меня лайки и подписку. Рабочий день закончился, сплю я сегодня здесь. Ужин грею себе. И так тут вечерком. Тишина, покой. О, моя камера, видите, меня же контролирует. Кстати, удобнейшая штука. Никогда я не пользовался этими камерами. А сейчас с дому вечером, в воскресенье спокойно могу наблюдать, что там происходит. Ну, пока что только кошки раздражают мою камеру. Вот такой забор. Более-менее. Чуть-чуть будет порядочек. Киська пришла ко мне. На улице сегодня делать нечего. Забор мой стоит. Машина тоже. Мусор лежит. Все в порядке. Ну, надо что-то делать и внутри. Я должен отремонтировать эту дверь. Она пробитая была. Я выломал эти куски, что здесь были. Что-то придумаю. Один подписчик спрашивал, как отремонтировать дверь. Я на другой квартире ремонтировал. Ну, здесь чуть по-другому сделаю. Это порта блиндата называется. Видите, там она армированная такая. Ну, ничего. На одной квартире, где я делал ремонт, я таки зашпаклевал их. Думал и здесь так сделать. Потом смотрю, там большое такое пространство. Думал, то ли запенить, то ли вообще туда можно пенопласта. У меня полно валяется там запхать-то, и оно как утепление будет. Ну, вообще эти панели продаются, около 50 евро. Она стоит, наверное, я все-таки сниму ее. Снимать ее здесь несложно. По периметру снял вот эти планочки, и все, она вырезать потом просто дырки новые. Так что, наверное, поменяю. А хозяйка говорит, вообще, а мы же просто так покрасим. Ну, так покрасить будет стрёмно. Понятно, что она внутри. Ну, вы понимаете, хочется экономить на всем. Ну, наверное, все-таки найдем мы эти 50 евро. Есть, что панель. Надо снимать дверь полностью, и она выезжает, эта панель, снизу. А здесь, ну, даже проще, можно сказать. Ладно, посмотрим, сколько она стоит. Дверь немного болталась, видимо, тут то ли пытались ее выбить, то ли что. Но немного укреплю, и уже тоже будет кусок работы сделан. На улице идет дождь, покажу вам.
Что с моим балконом? Все работает, все замечательно. Ничего нигде не протекает. Все спрашивали, где слив, блин. 10 раз не... Вот он слив, блин. Он был такой, я ничего не переделал. Я понимаю, что слишком маленький. Вспоминаю, что все по-быстрому хочу делать. Смотрите, как крыша валится у соседа. Здесь, смотрите, видите, идет дождь, а дверь сухая. Потому не надо ставить снаружи. Ну, во всяком случае, я не поставил. Здесь обделаю чем-нибудь и все, панелями какими-то. Тепло, хорошо. Это мое лежбище. Думаю, эти ролики вам многим тоже будут помогать понимать сам процесс работы, насколько это сложно, долго. А здесь, когда много вот таких вот всяких вещей по ремонту, просто время теряется пока ты должен подумать, а как ты это сделаешь, а что. На каждую дырку нужен свой инструмент, свой материал, его надо купить, его надо не забыть, правильно положить. И все, короче, куча всяких нюансов, которые зависят именно от человека. Мало уметь что-то делать. Важно уметь делать правильно и иметь, соответственно, и инструменты, и организованность. Тогда работа идет более-менее. Да и настроение должно на работу. Не у всех оно есть. Я считаю, что первое правило на любой работе, где бы вы ни работали, надо попытаться полюбить эту работу. И тогда и день быстро проходит, и заработать что-то можно, и научиться можно многому. Было бы желание. Ведь стройка это, раньше мне говорили, вот нет ума, строй дома. Но я считаю, что это творческая работа. И если ты учишься и умеешь уже много, она становится действительно интересной. Ну вот когда действительно вот с такого, извините, можно сделать какую-то лялю. Ну посмотрим, что я с этого сделаю. Надеюсь, что-то у меня получится. Главное, чтобы войти в эту сумму около 20 тысяч евро на ремонт вроде бы будет. Но сразу скажу, что до конца все не получится отремонтировать. Но здесь надо как минимум 50 тысяч. Хотя с моими экономиями, что-то выйдет. Кстати, именно сейчас появляется у всех настроение на работу. Весна – это самое лучшее время года в Италии. И не жарко, и не холодно, и все зеленеет. Вот, кстати, уже летом все становится желтое. А весна потому самое такое замечательное время года. За месяц, что я здесь работаю, чуть больше уже, вы знаете, я понял одну вещь. Я не хочу большой дом. Уж насколько я все умею, здесь... Вы понимаете, когда очень много комнат, вот эти большие расстояния, пока ты до тех ворот дойдешь, пока ты до дома дойдешь, пока второй этаж, нижний этаж, 5 комнат, а если уже и в каждой убираться потом и что-то разлаживать, это должна быть либо большая семья, человек 5, и все должны участвовать в этом всем, а это же еще трава, это все и, я считаю, отапливать это все надо. Я считаю, всегда надо рассчитывать размер дома, по своим возможностям и запросам. У меня здесь был знакомый итальянец, тоже работал у него. Они тоже были богатенькие, и вилла у них большая, и до сих пор. Но он уже, кстати, умер, а последние 5-10 лет болел сильно. И очень сложно ему было обслуживать это. Я всем рекомендую, если мне надо по-быстрому это сделать. Называется Cimento Rapido. Материал, который быстро застывает. Как гипс, только он на основе цемента. Какой-то хитрый. Стоит 20 евро мешок, дорого. Так его по чуть-чуть на такие места очень удобно закидывать. Это сейчас закроем скотчем, клеенкой. Еще у нас есть вот такая штука. У меня такое ощущение, что они замазали чем-то странным, и оно из-за этого вздуло.
Наверное, чуть займусь этим, посмотрим, что тут надо. Я вам это еще показываю, чтобы вы понимали сложности этих работ. Потому что вы потом не понимаете, а что вы так много хотите. Ну, потому что даже если ты супермастер, все равно здесь перенеси, здесь разбей, здесь замажь. И время идет, идет и идет. Вот что. Ну и еще такое правило скажу, кому пригодится. Все вы думаете, как, вы покрасить. Всегда нужна основа правильная. Если здесь краска старая уже начала вздуваться, ее надо, вот хочешь не хочешь, так добросовестно отбивать, чтобы все, что отстало старое, оно действительно отстало. А дальше уже думать, каким материалом. Кстати, здесь, так как сырость есть, но нежелательно использовать все эти гипсовые шпаклевки. Я уже говорил, и вот на данной стене я вам показываю. Скорее всего, здесь пройду то ли клеем, то ли чем, но постараюсь не использовать гипс. Плюс у меня будет еще там хитрая идея, как эти в будущем стены подсушивать. Но на самом деле, я вам скажу, просто этот дом не отапливался хорошо, не вентилировался. И поэтому я вот даже, у меня было видео, я с этой фирмой работал, там новый дом фактически. И что интересно, там весь первый этаж, вот так же уголки поржавели, плесневеть начало. То есть весь холод собирается всегда внизу и влага. На вторых, на третьих этажах. Чем выше, тем меньше было ее. В общем, нашел я здесь странные такие ошибки. Во-первых, эти все трачи были заделаны материалом, называется ВИК. Где мой монтаж? Ладно, я не буду. Поверите мне на слово. Он вообще боится сырости. Столько боится, что это самый говняный материал. Я бы его вообще боялся использовать. Его очень осторожно надо использовать. Натянул он сырость. Теперь я вам покажу, насколько здесь все сделано для того, чтобы уничтожить этот дом в плане сырости и плесени, всего такого. Там я вам показал. Здесь, само собой, у нас все мокрое, течет отсюда с крыши и все течет на угол дома. Это понятно. Теперь я вам покажу здесь. Берем ванночку и представим, что у нас идет дождь. Я уже молчу за эти трубки. Видите, все течет на стену и все течет, ну просто вообще. Вот этот, здесь была душевая кабинка. Вот этот материал называется Сипорекс. Он легкий, дешевый, кирпич типа, но он тянет в себя все как губка. Ну и вот эту коробку тоже. К чему она здесь была, непонятно. Ладно, все это такое. Иду что-то делать. Каким образом может быть стена эта сухая? Здесь с окна с той стороны затекало, что я вам показал. Здесь затекало, все сырое, мокрое, это самое. Угол там капает, отсюда затекает. С душевой кабинки там затекало и все течет по стене. Так что снизу ничего здесь не поднимается. Здесь дом сделан умнее.
чем потом его обслуживали. Ну и вот я выкопал, видите, от чего мокрая стена. Она не снизу идет, а с того угла, где затекает все время снаружи. В общем, все это надо переделать будет. И трубы, и провода, курагаты. Еще одна проблема, блин, почистил этот канал. Ну, я так считаю, раз его сделали, значит он нужен. Вода стоит. Кто смотрел видео, я там пробил. Я пробил тот, что газовый баллон ставил, пробил. Но его надо чистить. Блин. Веселый домик. Ну и напоминаю, не забывайте подписываться. Это уже почти готовое следующее видео скоро выйдет, чтобы его не пропустить. А еще лучше ставьте колокольчики. Включив колокольчик, будете получать оповещания о новом видео. Марьян не может налюбоваться, он просто обожает чистоту. Ой, скромняшка. Как он застеснялся, блин. А сегодня всех благодарю за просмотр. Желаю всем мира, любви, удачи, терпения. Все у нас будет хорошо. Всем пока.